Здравствуйте. С самого начала своего царствования Путин взялся за выстраивание режима диктатуры. Шаг за шагом он методично перемолол все атрибуты свободного демократического общества, которое только начинало складываться в постсоветской России. Путин ввел тотальную цензуру в СМИ и выстроил машину пропаганды. Он поработил регионы, отобрав у них право выбора губернаторов. Он изнасиловал своими поправками Конституцию России, сделав себя пожизненным царем, и погрузил страну в изоляцию, как во времена СССР. Многие могут не помнить или не знать, но Путин даже вернул старый советский гимн в 2000-м. При Ельцине в России был другой гимн и даже другой флаг. К Ельцину было много обоснованных претензий, но одно можно сказать точно. Он бесспорно следовал воле народа, когда выбрал своей миссией скорейший уход от заплесневевшего советского прошлого в сторону свободы, демократии и дружбы со странами развитого Запада. И Путина он представил своим преемником только потому, что тот клялся в приверженности демократическим ценностям, обещал свободу слова, соблюдение прав человека и сменяемость власти. Но, к великому сожалению, Путин оказался подлым лжецом и, вопреки воле народа, самовольно развернул курс страны назад в советское прошлое. Ну а дальше случилось страшное. Путину не только удалось развернуться от демократии и либеральных реформ к его кровавой диктатуре, ему на этом курсе удалось удержаться. Путину просто фантастически повезло. Более чем в 10 раз взлетели цены на нефть, и страну просто захлестнула лавина нефтедолларов. При всех масштабах воровства Путина и его дружков денег в стране было просто запредельно много, ну и уж точно хватало на замыливание глаз изголодавшемуся населению России. Плюс к этому давали эффект экономические реформы, начатые при Ельцине. У россиян появились деньги, подскочил спрос, и благодаря снятию совкового железного занавеса в страну хлынули западные инвестиции. А путинская пропаганда смогла очень умело выдать все происходящее за личные успехи Путина. Хотя он для этого по факту палец о палец не ударил. Но в обществе оставалось немало людей в трезвом рассудке, которые видели тревожные тенденции и не были готовы молчаливо менять свободу и совесть на деньги. Были смелые лидеры, которые, несмотря ни на какие угрозы, продолжали обращать внимание общественности на наглую ложь и кровавые преступления Путина. Для путинского режима это было серьезнейшей проблемой. А теракты в Беслане и на Нордосте наглядно показали, какими методами Путин обычно решает свои проблемы. Далее я кратко перечислю имена и судьбы некоторых наиболее известных личностей, кто самоотверженно боролись за свободу России и мира от путинизма и поплатились за это в лучшем случае свободой, а в худшем случае жизнью. Юрий Щекочихин, заместитель главного редактора «Новой газеты», депутат Госдумы, член парламентской комиссии по борьбе с коррупцией. Он расследовал коррупцию в спецслужбах, Минобороны, контрабанду оружия и наркотиков, воровство средств, направленных на восстановление Чечни. Щекочихина отравили, и произошло это по совокупности ущерба, который он наносил путинскому режиму. Но, возможно, кульминацией стала его информационная атака на Путина за смерть заложников Нордоста. Щекочихин умер 3 июля 2003 в страшных мучениях. По очереди отказывали все органы. С костей сошла кожа. Он горел огнем изнутри и не мог дышать. 7,5 лет журналисты добивались инициирования уголовного дела по факту его гибели. Кое-как добились, но ход дела был полным фарсом. Медицинскую карту следователи потеряли, должные исследования не провели, улики зачистили. Анна Политковская, легендарная журналистка все той же «Новой газеты». Она сразу же застряла костью в горле Путина, так как с 1999 года начала выпускать свои независимые репортажи о событиях Второй Чеченской войны. Она тоже расследовала коррупцию в Минобороны, расследовала похищения, пытки, убийства, совершаемые кланом Кадыровых, которых Путин назначил властвовать в Чечне. Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-6 году, призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Но наиболее остро она критиковала самого Путина
и выпустила про него целую книгу в 2004. Политковская вела переговоры с террористами Нордоста, пытаясь спасти заложников, в то время как Путин готовился к их уничтожению. 2 сентября 2004 Анна Политковская вылетела в Беслан для переговоров с террористами, захватившими школу. Она предполагала, что Путин не пойдет на переговоры и в этот раз предпочтет ликвидировать террористов вместе с детьми. Мелочь какая. Однако на пути следования ее отравили. И в самолете она впала в полусознательное состояние, но чудом выжила. Все как с Навальным. Но через 2 года, 7 октября 2006, прямо в день рождения Путина, Анну Политковскую расстреляли в лифте собственного дома. Заказчик и спонсор убийства до сих пор не найдены. Сергей Магнитский. Его история максимально интересна, так как выявленный им рядовой случай хищения российских бюджетных средств привел к беспрецедентному конфликту России и США, который вылился в первые экономические санкции против России, а также, внимание, в законодательный запрет на усыновление российских детей гражданами США. Магнитский был обычным юристом и аудитором. В 2009 он раскрыл схему хищения 5,5 миллиардов рублей налоговых отчислений. Однако неожиданно, вместо государственной награды, он получил уголовное дело. Его швырнули в СИЗО, где над ним жестоко издевались и пытали, заставляя опровергнуть собственное расследование. Он написал более 400 жалоб на пытки, но все тщетно. Спустя год он умер от издевательств в заточении. А все потому, что хищение было организовано силовиками. Издание «Новая газета» и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустили расследование и показали, что украденные деньги осели в кармане человека, приближенного к Путину, который выполняет роль его личного кошелька. Так как на хищение средств Магнитский вышел, работая аудитором по контракту с британской фирмой, с которой вообще началась вся история, руководитель этой фирмы чувствовал себя ответственным за его гибель. Он выступил в США и рассказал о вопиющем случае убийства человека в российском СИЗО. Американцы при помощи российских политиков Бориса Немцова и Владимира Карамурзы установили причастных к пыткам и ввели против них персональные санкции, запретив им въезд в США и арестовав там все их счета и имущество. Этим страшно возмутился Путин и ввел ответные санкции, запретив причастным американцам въезд в Россию. Так как российская мера была просто ничтожной и вызывала только припадки истерического смеха, Путин решил насолить американцам хоть чем-то и подписал закон, который запрещал американским гражданам усыновлять российских детей. А случалось такое нередко. При этом американцы зачастую усыновляли больных детей-сирот, для лечения которых в России не было ни денег, ни технических возможностей. Путин просто отобрал у таких детей будущее. Борис Немцов. Самый видный оппозиционный политик России. У него было больше всего шансов занять место Путина в 2000-м. Однако в последний момент Ельцин все же выбрал преемником Путина, и для страны все пошло так, как оно, к сожалению, пошло. Немцов не уставал просвещать людей о путинской коррупции и преступлениях. Он наиболее смело из всех выступал против аннексии Путиным Крыма и готовил к выпуску материал, доказывающий блокирование Крыма российскими военными во время так называемого референдума. Он же предрекал неизбежное развязывание Путиным полномасштабной войны с Украиной в своих личных интересах. Путин настроен на эскалацию войны. Очевидно, что поставки оружия Украине неизбежны. Это скорее Путин добивается таких поставок, чтобы перевести эту войну не в противостояние русского народа с украинским, а чтобы перевести эту войну в противостояние России и проклятого гнилого Запада. 27 февраля 2015 Борис Немцов был расстрелян на Большом Москворецком мосту, прямо возле Красной площади. Бывая в центре Москвы, я сам неоднократно посещал место его убийства. Там непрерывно дежурит полиция, вокруг просто все усеяно ФСОшными видеокамерами, и в целом там муха не проскочит, если Путин не захочет. Но по классике с записями с видеокамер возникли проблемы, исследовать их не получилось, а заказчиков и организаторов убийства так и не нашли. Владимир Карамурза, оппозиционный политик, активно критиковал Путина, выпускал расследование преступлений путинской власти. Вместе с Борисом Немцовым участвовал в составлении акта Магнитского. Его дважды травили.
Первый раз в 2015, через 3 месяца после убийства Бориса Немцова. Он тогда провел в коме полгода. Отказывали печень, почки, легкие, временами сердце, чудом выжил. Потом его отравили в 2017. Он снова остался в живых, но с серьезно подорванным здоровьем. Но даже после этого он продолжил свою деятельность. За это на него возбудили 3 уголовных дела за полгода. Первое за дискредитацию армии. Он выступил в США, где рассказал о бомбежках российскими военными гражданских объектов в Украине. Сегодня это очевидно любому. После российских бомбежек в Украине не стало целого ряда городов, не то чтобы там каких-то отдельных объектов. Но путинская власть сочла эту информацию фейковой и обвинила его в дискредитации армии. По их мнению, украинцам просто наскучило жить в своих домах, и они сами же решили все разбомбить самолетами, танками, артиллерией, а потом заново отстроить. Это такая, знаете, программа реновации ветхого жилья от президента Украины Владимира Зеленского. Второе уголовное дело на Владимира Карамурзу завели за сотрудничество с нежелательной организацией. Он был вице-президентом фонда «Свободная Россия», выступающего против путинской диктатуры и в поддержку политзаключенных. А третье дело за государственную измену. 3 публичных речи, в которых он говорил о путинской цензуре в СМИ, о политических репрессиях в стране и о преступных путинских поправках в Конституцию, в которых он обнулил все свои предыдущие президентские сроки и теперь сможет избираться снова. Илья Яшин. Оппозиционный политик жестко критиковал Кадырова за убийство и пытки на территории бесправия в Чечне. Вместе с Борисом Немцовым он работал над отчетом о блокировании Крыма российскими военными во время референдума. Яшин вообще был яростным противником агрессии в отношении Украины. И за то, что он в своем эфире на YouTube открыто назвал войну войной, а не специальной военной операцией, а также рассказал о преступлениях России в украинском городе Буча, в 2022 году его засадили на 8,5 лет. Алексей Навальный. На сегодняшний день это самый злостный противник Владимира Путина. Про него сказано очень много и даже снят фильм, получивший в этом году Оскара. Надеюсь, что после всего озвученного достоверность истории с его отравлением вызывает как минимум меньше сомнений. Отравление неугодных путинскому режиму – это просто стандартная практика. Навальный посмел выжить, а потом еще и выпустить расследование, в котором он нашел своих ФСБшников, отравителей, и даже с одним олухом смог на камеру поговорить по телефону. После этого его посадили на 9 лет и сверху планируют накинуть еще. Вне всяких сомнений, Путин просто не мог оставить Навального на свободе, замышляя свою мясную бойню в Украине. Это очень краткий список тех, кто лишился жизни или свободы в борьбе против путинского режима. Перечислять всех просто не хватит никакого времени. Но уже этого списка достаточно, чтобы понять, насколько важно Путину затыкать всех несогласных. Такие лидеры мнений для него просто опасны, для него и для его режима. Из-за них очень сложно поддерживать реальность, где россияне должны быть непрерывно сосредоточены на противостоянии загнивающим американцам или нетрадиционным европейцам, или этим коварным наемникам-укронацистам, прилетающим на выращенных в биолабораториях боевых голубях для поедания русскоязычных детей Донбасса. Пелена с глаз россиян не должна спадать, иначе россияне начнут интересоваться, какого черта народ нищает, страна сидит на нефтегазовой игле, налоги повышаются, а Путин при этом собирается идти на 5-й срок вместо положенных 2. Всем добра, до свидания.